Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. На что в первую очередь обращают внимание большинство пользователей, говоря про камеру в смартфонах? Конечно же, количество мегапикселей. Да и на презентациях или в рекламе современных смартфонов производители пытаются поразить покупателей заоблачными цифрами мегапикселей в камерах. 108, 64, 50. Вот и с новым Redmi 10, обзор на который вышел недавно на канале, похожая ситуация. Xiaomi акцентирует особое внимание и заявляет, что в новинке установлена квадрокамера вашей мечты с основным модулем на целых 50 мегапикселей. Так что, как и обещала, сегодня мы проверим, реальна ли магия цифр в камерах Xiaomi. Сравним с достаточно простой 48-мегапиксельной камерой современного Poco F3 и с 12-мегапиксельной камерой трехгодичного Mi 8. И главное, сможет ли 50-мегапиксельный Redmi 10 уделать, если уж не современный флагман с 48 мегапикселями, то хотя бы топовую модель Xiaomi далекого 2018 года. И начнем мы по классике с дневных снимков. Отличная солнечная погода, на небе не облачко, и казалось бы, в таких условиях любой смартфон покажет достойный результат. И что сразу бросается в глаза, так это засвет у Redmi 10. За счет чего фотография в целом выглядит более блеклой, здание на заднем плане приобретает серый оттенок, да и небо теряет синеву, а как следствие провода, тянущиеся от домов, практически сливаются с фоном. Также при кропе видно, что и детализация бюджетника уступает, хоть и не критично, на мой взгляд. Ну и для полноты картины предлагаю сравнить Redmi 10 со стареньким Mi 8 и его 12-мегапиксельной камерой. Как видите, там, где у старичка глубокие, насыщенные и более естественные цвета, плюс хорошо проработанные детали, Redmi сливает по полной, как и в случае с Poco. Далее еще один показательный снимок, сделанный также с отличным освещением. В данной паре Redmi 10 лучше ухватил баланс белого в сравнении с Mi 8, который увел снимок в желтые оттенки. Вероятно, свою роль сыграли устаревшие алгоритмы камеры Mi 8, о которых мы сегодня еще поговорим. Несмотря на это, при кропе можно отметить небольшой перевес по детализации в пользу Mi 8, особенно на кирпичной кладке. Но вот где реально заметна разница в детализации, так это в паре с Poco, где отчетливо виден контур каждого кирпича. Кроме того, и цветопередача у флагмана получилась самой удачной. Так что на этих снимках однозначным лидером я бы назвала Poco F3. Следующее сравнение в таких же дневных условиях. У Redmi 10 снимок серый и сильно засвеченный, что особенно заметно на стене дома под прямыми солнечными лучами. Мы не видим никаких декоративных элементов фасада, а только лишь очертания черных провалов окон. У Poco же в противовес все в порядке с цветопередачей. Синее небо осталось синим, расцветка зданий также максимально близка к реальному положению вещей, да и фасад дома даже на солнечной стороне виден достаточно отчетливо. Mi 8 же здесь где-то посередине. Да, он тоже перекрутил немного светлые участки, но при этом в целом неплохо поработал над цветопередачей и не увел кадр в серый, как это сделал Redmi. Да и по детализации старый флагман со своими 12 мегапикселями ничуть не уступает. Но предлагаю сменить объект съемки и посмотреть, как справляются наши испытуемые с фотоеды, например. Все три смартфона делали снимки с включенным моим режимом и верно определили, что в кадре именно еда, а следовательно в ход пошли специальные алгоритмы. У Poco получился сочный снимок, что определенно делает пирожки на нем более аппетитными, особенно в сравнении с фото от Redmi. Бюджетник очередной раз засветил изображение, и даже искусственный интеллект, который, как правило, докручивает насыщенность в сценах с едой, тут не помог. У Mi 8 уже самая естественная цветопередача из всех трех испытуемых. Да, еда выглядит не так аппетитно и красочно, как у Poco, но зато максимально приближена к реальности. Да и деталей старичку удалось ухватить больше. Ну и раз уж пошли по алгоритмам искусственного интеллекта, предлагаю еще один сценарий – фото животных. С Redmi все понятно. Очередной явный засвет, и бежевая шкурка моей собаки приобрела какой-то розоватый оттенок, еще и текстура меха совсем потерялась. У Poco дела значительно лучше. Цветопередача, контрастность, детализация – отлично сработаны. Mi 8 же недалеко ушел от F3, кадр хороший, детализация на том же уровне, но вот сам снимок чуть менее контрастный. Пока Redmi 10 не особо впечатляет, но давайте затестим его камеру на полную и включим специальный режим тех самых 50 мегапикселей и сравним с аналогичным режимом 48 у Poco.
И тут уже ситуация становится интересней, и так сходу сказать, какой кадр лучше, здесь уже сложнее. Оба смартфона неплохо справились с цветопередачей, и более того, Redmi уже не так явно пересветил небо, что уже можно считать победой. Но давайте кропать и смотреть детали. И здесь, увы, но даже специальный режим не позволяет бюджетнику опередить Poco. Четкость в исполнении последнего просто очевидна. Но удивило меня больше всего другое. Трехлетний флагман Mi 8 со своими, казалось бы, банальными 12 мегапикселями, без каких-либо спецрежимов, ничуть не уступил Redmi 10. Более того, и цветопередача у него получилась на порядок точнее. А уж если смотреть общий план, то, на мой взгляд, старичок сделал снимок естественнее и светлее, при этом не пересветив небо. Кстати, это был один из тех редких случаев, когда Redmi не пересветлил снимок. Чаще всего в дневное время суток при хорошем освещении мы получали от него стабильный пересвет. Впрочем, ставить из-за этого крест на камере бюджетника я бы не стала, так как все же считаю это больше софтовой проблемой, и вполне возможно с будущими обновлениями она решится. По крайней мере, будем надеяться. Но продолжим наше сравнение в уже не таких идеальных условиях. Красивая панорама закатного города, и в целом сцена не такая уж и простая. В сравнении с Poco у Redmi очередной раз проявилась проблема с засветами, но уже не так сильно, как днем. В противовес этому 48-мегапиксельный флагман наиболее удачно отобразил цвета заката и в то же время поймал больше света на домах. А теперь увеличиваем снимки. На удивление, Redmi впервые удалось порадовать нас большим количеством деталей, что особенно заметно на дальнем плане. Но как же себя покажет Mi 8? По детализации Redmi удалось удержать свое лидерство. Старые алгоритмы камеры трехлетнего флагмана не смогли справиться в полной мере с шумами, что сказалось и на детализации. Но стоит только посмотреть общий план, и сразу становится понятно, что Mi 8 удалось лучше передать цвета заката. Переходим к самому интересному и сложному ночным снимкам. И здесь проблема засветов у Redmi 10 очевидно играет ему на руку. Так, благодаря этому мы видим вполне отчетливо текстуру стены и кирпичную кладку снизу. Впрочем, на этом плюсы Redmi заканчиваются. И если мы обратим внимание на основной объект съемки и кропнем, то отчетливо увидим, что бюджетник не просто упустил кучу деталей, да еще и по традиции высветлил некоторые объекты. Ну и мой фаворит этих снимков Mi 8 и вовсе обскакал своих конкурентов в плане детализации и цветопередачи. На следующем примере любимая особенность Redmi с засветами сыграла неоднозначно. С одной стороны, по сравнению с Mi 8 высотное здание выглядит светлее, с другой же добавляет больше количества шумов в небе, да и теряет читаемость неоновых вывесок. Poco, в свою очередь, вообще показал наиболее оптимальный вариант за счет улучшенных алгоритмов ночного режима. Яркие вывески максимально четкие и нет шумов. Но не исключены случаи, когда новый ночной режим переигрывает сам себя и выдает довольно странный результат при обработке ярких светящихся объектов, что очень показательно на данном примере. В местах засветов по контуру главного объекта видна отчетливая черная обводка. С другой стороны, благодаря этим алгоритмам с детализацией у Poco значительно меньше проблем, чем у нашего главного героя Redmi 10. Mi 8 же показал себя здесь наиболее адекватно. Естественная цветопередача и хорошая работа с деталями. И все это при наличии старых алгоритмов ночной съемки. Разумеется, не только алгоритмы решают. Пожалуй, главным моментом в ночной съемке я бы все же назвала размер самого модуля, от которого напрямую зависит, как много света может захватить камера. И следующая пара снимков, которая делалась практически в полной темноте, отличный тому пример. Хваленый 50-мегапиксельный модуль из-за меньшего размера самого датчика сделал снимок значительно темнее, чем 48-мегапиксельный у Poco. Ну и на добивку Mi 8 со своим, казалось бы, жалкими 12 мегапикселями захватил еще больше света, но, увы, из-за старых алгоритмов не смог справиться с шумами. Ну и тему фотосъемки завершим сравнением дополнительных модулей камер. Макро. И уже с первого взгляда заметна колоссальная разница в макровозможностях Redmi и Poco. Флагман способен фокусироваться на значительно меньшем расстоянии от объекта и выдавать детальные и интересные снимки. Ладно, здесь другого ожидать и не стоило, но как обстоят дела в сравнении с Mi 8, где вообще нет специального макрообъектива. Как видим, даже в таком случае смартфон трехгодичной давности ничуть не уступает юбилейному Redmi. Ну а что самое интересное, даже собственный основной модуль Redmi показывает идентичный результат.
И вывод напрашивается сам собой. Макромодуль в этом бюджетнике абсолютно бесполезен. Широкоугольный объектив. Здесь дела обстоят куда лучше. Со своей главной задачей ширик Redmi 10 справляется вполне неплохо, за счет широкого угла обзора захватывает больше объектов, и если не вдаваться в детали, в общем снимок выглядит достойно. Но на контрасте с Poco F3 мы очередной раз видим небольшой пересвет. И это снова подтверждает догадки о софтовой проблеме с засветами. Ну и если кропнуть, бюджетник все же немного уступает по детализации. И напоследок рассмотрим видео возможности камер. Первое, что мы замечаем, это, конечно же, полное отсутствие какой-либо стабилизации у Redmi 10, даже цифровой. Поэтому любая съемка видео на ходу – это определенно плохая затея. Да и в целом, качество картинки при максимально доступном разрешении 1080-30 fps оставляет желать лучшего. Ну и раз уже заговорили про видеосъемку, посмотрим, как покажет себя 50-мегапиксельный модуль в условиях полной темноты. В сравнении с Poco F3 бюджетник захватывает меньше света, из-за чего картинка выглядит чуть темнее и более шумной. И, конечно же, Mi 8 за счет крупного размера модуля, несмотря на свои 12 мегапикселей, выдает картинку на порядок светлее и качественнее. Самое время подвести итоги. У некоторых мог возникнуть логичный вопрос, а чего вообще вы ожидали от бюджетника в сравнении с флагманами? Но несмотря на то, что это флагманские модели, у Poco 48-мегапиксельная камера является, пожалуй, самой слабой стороной, а Mi 8 мало того, что 12-мегапиксельный, так еще и прилично устаревший, в том числе и по софту. Лично я не понаслышке знаю, что многих покупателей прельщает большая цифра в камере, и это сильно влияет на выбор смартфона. Но как видим, в данном случае магия цифр Xiaomi не сработала, и более того, по большому счету все оказалось совсем наоборот. И снимки на жалкие 12 мегапикселей частенько оказывались значительно интереснее. Но если смотреть на Redmi 10 в контексте ультрабюджетных смартфонов и не обольщаться красивой цифрой в 50 мегапикселей, то с повседневной съемкой он справляется на неплохом уровне. И порой даже может конкурировать со смартфонами среднего ценового сегмента. Однако я бы уже точно не стала называть это камерой вашей мечты и новым уровнем фотовозможностей, как заявляет сам производитель. И определенно, выбирая данный смартфон, стоит забыть о качественной видеосъемке. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте пальцы вверх. Пока-пока.